Снова поездка. И снова где-то там вдалеке слышен локомотив. И снова этот мостик. Мы немножко заблудились, но нашли дорогу и спустились. Оп. Вот сегодня на этом. Действительно, правильную дорогу идете, товарищи. Да, один из старых домов. Неизвестный поселок. Сегодня я на Растобайке. Растаманю. Какая красота. Старая церковь. Уже колокольня снесена. Реконструкция происходит. Мы когда-то здесь бывали. Там вот захоронение за ней. И сейчас спускаемся вниз, на дно. Все хорошо, но у меня только передний тормоз. Речушка. Неизвестное озеро опять ждет нас на пикник. Да, предполагалось второе путевое развитие здесь. И выходит солнышко. Какая хорошая погодка намечается. Вот так грибочки захватывают наш мир. Съел грибочек и все. И будешь вечно улыбаться. Это известная история это про то, что Ленин ездил в Латинский залив, и там ждал галлюциногенные грибы, и ему пришла вся идея морского ленинизма, и все нет. Но Ленин, ты же видел его? Маленький, лысый, залезал на танк под грибами. Ну, он ездил на Латинский залив собирать вот эти маленькие, в Ленинградской области. О, вороны летают. Нас сопровождают опять. Авиаподдержка наша. Каркарычи. Вот еще опять полетел. Сейчас попробую так снег снимать. Опа, немножко неудобно. Это не подвес. Да, придется прекратить съемку. Любуемся природой. Да, Сань? Че? Все стоят с фотиками такие. Любуемся природой, говорит. С фотиком. Вот она, современная технология. Вот там прям, да, такая кислота. Вот, прикинь, так по рельсам, короче, уйти на впереди. И путь в никуда. Видео «Путь в никуда».
И вы потом уходите вдаль. Грибочек. Да. Сейчас продвигаемся в неизвестные дали. Все правильно, значит, нашли. Но сейчас мы протащим свои транспортные средства. Еще, смотрите, грибочки. А? Да, рядом с железной дорогой. Аккуратней. Оп. И вот он, мостик. Шаткий, хлипкий мостик. А тут такая болотина. И здесь такая болотина. Еще один грибочек. Сегодня день грибочков. Аккуратненько. Смотрите, здесь тоже еще грибочки. Да. Оп. Поджигают с разных сторон. Поджигатели юные. Мишка поджег здесь еле-еле как. Ваня поджигает с этой стороны, используя бересту. У него, смотрите, какой огонь. Яркий, пылающий. Он использует маленькие веточки. И смотрите, какой яркий огонь. А здесь Саня приносит коры. Ваня, Саня, ко мне сюда коры. Ко мне, у него ярче горит. Помоги мне, подбрось коры побольше. Вот, сейчас у меня разгорится ярче. Санька мне поможет. Так, Ваня еще опережает нас. Саня, Ваня опережает нас. Вот так в сырую погоду и разводим костер. С разных сторон запаливаем. Сверху вот эти толстенькие, так, чтобы просыхали. Да, тогда вообще все сырое было. Да, тогда в дождь развели. Она как раз подсохла. Какая красота огня. Это ладно, я. Так вот, Ваня заделался бобром. Маленькой пилочкой пилит большое дерево. Смотрите, какое оно большое. И смотрите, какая маленькая пилочка. А есть цепная пила? Не, она будет падать туда. Санька, велик свой убирай. Ваня устал, теперь Саня решил попилить маленькой пилочкой. Рядом лежит цепная пила. Никто не хочет, это неинтересно. Ну, неудобно. И неинтересно. Дерево начинает скоро крениться. А пропил на сколько там? Вот представьте, бобры как такие деревья грызут. Действительно, да, всю ночь. А у нас тем временем разгорается костер. А? Чё там полез? Бобер не рассчитал, отгрызает, дерево не успевает отойти, ну не мог не понять. А, О, там тебя там дупло, кстати, взялся, походу. Да. Там дерево дупло взялся. Вон. ага, Поближе. да. Ну вы самое главное пилите, Шура, пилите. Она золотая. Распил интересный по диагонали. Может, цепной попробовать?
Наконец-то. Сейчас. Так, камера готова. Вот. Сейчас попробуем по другой технологии. Сюда перекинем. Вот это все, чтобы у нас не мешалось, уберем. Оп. Как-то она заживала там. Оп, 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 оп. Потому что угол Вижу, угол не тот. такой, не тот, да. Сейчас мы вот здесь заберемся. Ага. Поэтому да, ее надо шире. Начинали не так. Вот. Думаю, здесь начать. Но идет, кстати, хорошо. Сейчас быстрее будет ее. Ну да, быстрее, чем маленькой. Гнилую часть прошли. Началась вязкая часть. Надо немножко. Наоборот, туда. А, ты да, Нет, правильно. чтобы не держал. зажимало ее сейчас. Да, да, да. Давай я теперь. Давай, Михаил. Перекор. Все-таки ж мы его спилили. Благодаря общими усилиями и грамотным четким руководством Ивана мы его оттащили и победили. Да, хорошо убрали велики. Оно прямо рухнуло сюда. Ну и здесь. А? Ну и так, бедный Ванин велик пострадал много раз. О. А мы с Саней вот там пилили. Не, он маленький, где-то маленькая пилочка, можно маленько распилить. Да, она тяжеленькая. Давай. Доктор Август сводит нас с ума. Угу. Пилит уже лес. Костерочек, хороший костерочек. Колдует над костром. Что там? Грибочки? Ну там да, вон там, где елка, тоже там порядочно. Как видим, по дыму дрова сырые. И вот сейчас заготавливается еще одна пачка дров. Кто-то борется с экологией. Эко-шампуры от Сани. Даст дымка. Вот так и готовим. Что готовим? Давай наливаем. Голодные Миша с Саней сидят, ждут
вкусняшку. Наливай, что ты ждешь-то? Ложки где? Ложки вот. Готовится все. Наливай, раскладывай. Они пока колдуют над костром и над едой, а Мишка трезвый голодает. Значит, он трезвый. Вас жду. Ага. Седай. Ну, будем. Вот, доготавливается наш барбекю. Погодка такая вот. Какой-то подготовительный процесс идет непонятный. Мы уже перекусили вкусняшками. Сейчас подготовим большой костерчик. Толстые бревнышки. Во. Вдалеке слышен поезд. Сука. Не, Я же... Есть пилка, можно распилить. Они целиком бревна кладут. Что за действия такие непонятные? Каждое действие вызывает противодействие. Да. Так, кладите его, кладите, чтобы огонь доставал. Не, а так гореть не будет. Будет? Ага. Ну, сейчас тогда создадим эпик. Ох, хороший вечерочек. Горит у нас костерочек. Сидим, отдыхаем. Горит наш костерок. Какой красный огонек. Давай. А что, как раз, Санька, садись. Снах своих видел, обвенчан с луной, смерть ногою поправ. Спя на лугах, слушая дождь, ложе нескошенных трав. Какой теплый огонечек. Да, догорает наш костерочек потихонечку. И мы переходим к чаечку. К бодрящему, теплому чаечку. Да, Александр? Очень. Очень бодрящий, хороший, с термосом чаечек. Посидели, отдохнули, погрелись у костра. Чуть-чуть немножко приняли, но без этого никак. Мы... Клевета. Это клевета и ложь. Мы ничего не принимали, это был яблочный сок. Это все ложь и фейк. У нас зеленый сад. То, что вы видели в видео в качестве пива, это был зеленый сад. Все пьют чаек, кофеек и ожидают большой костерок. Немножко раздвинули и видим плавление стекла. Постепенно оно плавится. И будет большой-большой кристалл стекла. А потом экшен. Идет шевеление костра и ожидается экшен. Саня принес экшена. Мы ждем экшена с Ваней. Сейчас чуть-чуть стемнеет, говорят, и будет экшен. Вы когда-нибудь видели ядерный взрыв в лесу? Увидите. Вороночку видите? Это была когда-то большой-большой взрывчик. Теперь уже озеро. Бобер ебанул. Говорят, бобер рванул. Да, камера маленько другие краски передают. Снах своих Даже видел, стемнело. обвенчан с луной, А так смерть очень ногою красиво. поправ.
Спя на лугах, слушая дождь, ложе нескошенных трав. Собираются живые мертвецы вокруг нашего костра. И мы будем уходить от них. Но напоследок создадим большой акшен, чтобы они здесь не скучали. Армия некромунгеров приближается к нам. Фильм «Риддик» смотрели? Посмотрите, увидите. Где расы порабощали другие планеты и другие расы. Путешествие межзвездных пространств. А спонсор нашего сегодняшнего костра — Александр. Сейчас он соберет все свое мужество и отвагу и все свои изделия деревянного характера и создаст большой экшен. Собери больше веточек, создай больше огня, закидывай сразу же все. Саня, кидай все сразу. Все сразу, не стесняйся. Больше огня. Большую веточку кидай. Вот. Искры и огонь. Как он разгорается. Два силуэта у огня. У вечного костра. Да, камера не передается этой красоты. И фотка Мишка с веточкой. Впереди какой-то костерок. Впереди какой-то костерок. Рядом человек. Итак. Ага. Сегодня у нас Александр как главный кочегар. Где-то у нас Ваня пропал. Все взяли. Мы тут еще костер не выдвинули. Вода у нас есть. Все. Приезжайте к нам, катайтесь с нами. Мы убрали жар, расформировали костер, и он постепенно затухает. Ему не хватает тепла, жара, и он гаснет. Но ветер чуть-чуть немножко раздувает местами. А так сейчас все затухнет.
Вот такие у нас переходы по бревнышкам, по деревьевцам. И выходы вон туда, из леса. Все, что нужно для сталкерских покатушек. Там наш костер уже погас. Мы уже сейчас выберемся на железнодорожный путь и до дома. Первый фонарик. Второй фонарик. Да. Стреляют. Камера передаст или не передаст. Такое небо красивое. Закат над городом. Красота. Мы уходим в ночь. Вот мы и выбрались. Еле-еле. Еле-еле выбрались.